В этом видео мы с вами поговорим про внутреннее состояние классовых компонентов. Влиять на логику работы и отображение компонентов можно через пропсы, которые мы рассмотрели в предыдущем видео. В React есть еще один инструмент для влияния на компонент. Это внутреннее состояние компонента. И благодаря состоянию компоненты могут реагировать на действия пользователя, ответы сервера и другие события, и при этом не нарушать принцип чистоты компонентов. Так что же такое внутреннее состояние? Состояние окружает нас в повседневной жизни. Допустим, телефон включен, машина едет, лампочка светится. В пользовательских интерфейсах у компонентов и созданных с их помощью приложений также может быть состояние. К примеру, меню раскрыто, или темная тема оформления включена, пользователь авторизован, там данные загружаются. Если рассматривать, допустим, интернет-магазин, то это может быть список товаров, состав корзины, наличие заказов. Все это состояние. Состояние может меняться от действий пользователя и внутренних процессов приложения. А эти изменения влияют на логику работы и отображения пользовательского интерфейса. Теперь от теории давайте перейдем к практике. У нас есть классовый компонент Notification. Давайте мы его подключим в app.js. Используем здесь фрагменты. Перенесем сюда сейчас продукт лист. Продукт лист сейчас нам не потребуется. Функциональные компоненты мы рассмотрим в следующем видео, а здесь Notification. Notification нужно передать некоторый title. В качестве props. Ну, пусть будет даже use. Так, и нужно импортировать. Notification. Сохраняем Ctrl-S. Переходим в наш классовый компонент Notification. В React внутреннее состояние классового компонента задается с помощью свойства state. Давайте опишем. State таким образом. Это объект. И здесь пропишем, к примеру, статус notification, да? То есть notification — это уведомление. Done. Статус done. Вот таким образом задается внутреннее состояние классового компонента. Нужно понимать, что компонент перерисовывается или называется перерендер компонента, когда state изменяется. А также происходит перерендер компонента, если изменяются и пропсы. Состояние очень похоже на пропсы, за исключением того, что оно задается внутри компонента, а не приходит снаружи, как вот здесь with props title. Теперь давайте воспользуемся нашим внутренним состоянием. Давайте создадим здесь некоторый div. И что мы будем делать? Допустим, у нас здесь будет некоторый класс name. И скажем, что with state, то есть мы к внутреннему состоянию state обращаемся через ключевое слово with. With state, дальше статус. И если статус наш равен done, то в таком случае будет зеленый цвет. А иначе будет черный цвет. Давайте здесь одинарные кавычки поставим для консистенции. Так, и дальше мы можем вывести еще и, допустим, здесь в качестве параграфа with state status. То есть здесь у нас, получается, будет задаваться определенный класс,
green либо black в зависимости от нашего внутреннего состояния, да, от статуса. Но визуально мы сейчас никак не увидим это, потому что мы не подключаем CSS. Вот, мы просто здесь будут определяться определенные классы. Давайте мы сейчас запустим и посмотрим. npm start. Так, теперь я перехожу в браузер. Вот наш news. Инспектор элементов откроем. И мы видим, что теперь, видите, класс green. Вот, и уже по этому классу, да, мы можем как-то застилизовать. Ну, к примеру, чтобы наш title был от статуса менял цвет. Мы можем сюда, в принципе, сразу сделать style. Color. И скопировать эту конструкцию, к примеру. Вставить сюда. Сохраняем. Переходим в браузер. И мы видим, у нас статус дан, поэтому у нас news заголовок title этот зеленого цвета. То есть в этом примере применяется разный класс к элементу div. Да, в зависимости от значения вид стоит статус. А этот класс, в свою очередь, влияет там на цветовую схему. Давайте поговорим, как теперь изменять состояние в React-компонентах. У state есть особенность, он иммутабельный. Это означает, что изменить его напрямую, как если бы это была переменная, не получится, и перерисовки DOM не произойдет. Изменять значение состояния можно методом setState в React Component. Давайте посмотрим, как это сделать. Добавим кнопку button. Допустим, click me, да? Ну, сейчас придумаем, может быть, лучшее название. Обработчик on click. И напишем with handle color. Сейчас опишем, и я прокомментирую. With setState. Статус. И получается with state статус done green или black. Сохраним. То есть здесь мы меняем цвет с зеленого на черный. Когда мы вызываем метод setState, React под капотом сравнивает состояние компонента до и после изменений. И если React обнаружит различия, то React DOM перерисует элемент, который обновился. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Обновим. Вот мы нажимаем Click Me. Видите, цвет с зеленого поменялся на черный. Нажатие на кнопку вызывает метод handle toggle color. Внутри него вызывается setState, где мы проверяем, какой сейчас статус. И меняем цвет на противоположный. Далее давайте поговорим про особенности метода setState, но сейчас немножко лишнее удалим, чтобы максимально упростить понимание нам. Здесь давайте сделаем show alert, назовем, да, какой-то, и пускай будет булинское выражение, допустим, сначала false, то есть показывать как некоторые предупреждения. И здесь будет метод handle, ну, пусть будет также toggle alert, назовем. Здесь переименуем. Вот на таком сейчас этапе остановимся. У метода setState есть несколько особенностей, которые важно знать. Значит, первая запись, которую мы можем написать with setState,
И в качестве аргумента visitState принимает функцию, то есть может принимать функцию. Давайте вот так я явным образом напишу function. И здесь у нас предыдущее состояние и пропсы. И будет возвращать return объект showAlert. И меняем на противоположное. prevState showAlert. Сохраняем. Теперь надо как-то продумать, что мы могли это протестировать, да, что мы это действительно видим. Ну, давайте тогда здесь сделаем, если with state show alert true, то в таком случае будет надпись I see you. Я вижу тебя. Сохраним и давайте проверим, что это работает. Видите, все отлично работает. Так, и есть вторая запись. Это я сейчас закомментирую. With set state. Так, можно скопировать, только здесь не pref state, а with state. Show alert. Сохраним и давайте проверим. Также все работает. То есть еще раз, здесь она в этом случае принимает функцию, а здесь setState принимает обновленное состояние. Если использовать функцию, внутри будут доступны состояния компонента prefState до обновления и текущие свойства компонента props. Какой способ использовать этот или этот и какие есть проблемы, я прям буквально чуть позже расскажу. Сейчас закончу мысль дальше здесь. Давайте здесь перенесем сейчас на вторую строчку. У setState есть второй аргумент, но он не обязательный. В качестве второго аргумента можно передать callback функцию. Вот таким вот образом. И здесь что-то сделать. Там, к примеру, залогировать состояние, да, какое-то. Vislogger. Так, что-то неправильно у меня тут. With state of the component changed. То есть состояние компонента изменилось. Давайте здесь напишем logger и пока пустую строчку поставим, Ctrl-S. Вот эта callback функция будет вызвана, когда изменение применится к состоянию компонента. Второй аргумент метода setState следует использовать, когда нужно реализовать некоторое логирование или сложную последовательную логику изменения состояния в компонентах. Нужно также отметить, что вызов setState не применяется моментально, да, мгновенно. Это асинхронный метод. Такое поведение называется batch update. То есть он позволяет накапливать изменения, а потом разом их применять. Этот механизм позволяет улучшить производительность, сократить количество перерендеров, то есть перерисовок контента в браузере. Теперь давайте разберемся, какой способ здесь использовать. Здесь немножко перепишем. Будет у нас state некоторый, пускай будет counter. С нулевым. Так, и здесь сейчас немножко почистим. Значит, будем отображать количество
и сюда vState counter. То есть сделаем некоторый счетчик и несколько кнопок. With handle increment будем увеличивать. Здесь поставим знак плюса. И сделаем еще функцию decrement, то есть уменьшение. Decrement минус. Так, давайте сейчас я это все так почищу. Так, теперь давайте здесь напишем, как мы обычно делали. Вызываем метод setState. Здесь у нас будет counter with state counter плюс 1. Аналогично при декременте мы будем вычитать минус 1. Давайте проверим, что это действительно работает. Мы нажимаем, увеличивается. Нажимаем минус, уменьшается. Это работает. Итак, еще раз. With setState работает асинхронно. На что это влияет? Если мы, к примеру, хотим не один, а два раза увеличить counter, то есть давайте это скопируем, ставим, сохраним Ctrl-S, перейдем в браузер и посмотрим. Значит, я уменьшаю, она на единичку уменьшается, я жму плюс, она увеличивается на 1. Хотя мы здесь два раза написали. Почему? Потому что когда мы вызываем функцию setState состоянием counter, и мы увеличиваем его на единицу, должен произойти цикл рендеринга. Для того, чтобы сам counter изменился. То есть у нас компоненты перерендериваются при изменении стейта и при изменении пропсов. И когда мы параллельно вызываем, то counter остается тем же самым, что был и до этого. И эта проблема решается довольно просто, если использовать в качестве setState callback функцию. В качестве аргумента setState callback функцию. Давайте это опишем. Значит, чуть ниже мы напишем setState. Далее здесь будет prevState callback функция. Будет делать return, объект, возвращать. Только здесь раньше мы писали vState counter, а сейчас мы будем обращаться через prevState counter плюс 1. Вот эту запись мы удалим. А эту как мы продублируем еще раз. И давайте посмотрим, как теперь изменится наше поведение. Значит, уменьшаем на единицу. Теперь жмем плюс. И теперь у нас правильное поведение. Увеличивается именно на 2 раза. А теперь давайте рассмотрим следующий кейс. Это использование стейта вместе с пропсами. Давайте немножко здесь подготовим. И сейчас лишнее все удалим. Мы это рассмотрели. Заведем переменную show. Так, в стейте show window false. Сейчас здесь сохраню. Представьте, что нам нужно создать компонент с заголовком title news и некоторым текстом message, который можно задавать там через пропсы. Здесь вот message мы можем передать в качестве children, то есть вот таким образом notification, и давайте здесь передадим некоторый message, ну, к примеру, lorem ipsum, да, шаблон рыбы такой текст. Здесь сохраним.
И текст по умолчанию он скрытый, должен скрываться по нажатию на какую-то кнопку. Вот, спроектируем такой компонент. На React с использованием стоит и props. Ну, допустим, здесь давайте... Сейчас я здесь круглые скобки сделаю. Что-то у меня автоформатирование сразу срабатывает. Так, h1. Давайте сделаем таким. Будет у нас не кнопка, сейчас покажу еще. То есть with props title. Мы title достаем из пропсов, но мы можем навешивать обработчик не обязательно на кнопку, а на любой элемент. И будет функцию будем вызывать, метод handle title click. Ну, к примеру, так назовем. Только давайте теперь напишем несколько иначе эту функцию и посмотрим на проблематику. Не через стрелочную функцию, а вот таким образом. И, допустим, console log. И здесь мы хотим вывести with props title. Сохраним. И давайте посмотрим, что у нас в браузере будет. Так, пока еще ничего. Так, сейчас еще раз в браузере. Так, давайте, сейчас я жму на News, да, у нас обработчик повешен на заголовок. И появляется ошибка. Cannot read properties is undefined. Props. Я вам скажу, что такое поведение будет проявляться не только в React, но и если будете писать код, свой код на чистом JavaScript, то этот код будет работать точно так же. То есть, когда мы передаем функцию, вернемся в наш код, да, то есть, когда мы передаем функцию with handle title click, эта функция не сохраняет связи с объектом, в котором она была создана. То есть, потерялся контекст. То есть, когда функция вызывается, with пропадает. With у нас становится undefined. Есть несколько способов исправить этот код, и самый некрасивый — это использовать функцию bind. Метод bind. Давайте вот так сделаем и передадим сюда with. Сохраним. Перейдем в браузер, обновим. Видите, все отлично работает. Ошибки нет. Вернемся в код. Значит, мы используем метод bind для того, чтобы намертво привязать контекст. Но такой способ, как я сказал, не очень красивый. И самый правильный, да, который у нас в E6 синтаксисе введены, это стрелочные функции. Вот таким вот образом сохраняем. Функции стрелки сохраняют лексический виз. То есть значение внутри стрелочной функции будет точно таким же, как где эта функция была объявлена. Давайте посмотрим, обновим. И видите, все отлично работает, без всяких байдов. Дальше напомню, что в app мы вот lorem ipsum передавали внутрь наших вот заключенных тегов, да. Как получить к нему доступ? Достаточно очень props. Это тоже в объекте props. Из props, только теперь children. Есть вот такое ключевое название. Сохраним. И мы видим, что вот наш lorem ipsum. Так, далее. Так, ну и дальше мы договаривались, что по названию заголовка должен отображаться этот текст. Значит, здесь надо нам подправить. Вызвать setState. Show window. Меняем на противоположное значение. With state show window. Можно сделать так. Сохранить. И давайте посмотрим. Видите, я нажимаю на заголовок, и lorem ipsum отображается либо скрывается. Все отлично работает.
В этом примере мы использовали state компонент для реализации функциональности скрытия и раскрытия текстом, а props для наполнения компонента текстом. Теперь представьте, что здесь есть еще некоторый компонент. Какой-нибудь у нас был product компонент. Да, и о чем я хочу сказать, что внутреннее состояние компонента может использоваться как props для дочернего компонента. Да, то есть какой-то сюда передать data. И будет, собственно, вот этот visState, допустим, show window можем передать в компонент product. Вот, и проброс пропсов через несколько уровней компонентов называется props drilling. Да, и однако увлекаться таким способом пробросов пропсов через иерархию компонентов не стоит. При таком подходе появляется большая связанность компонентов, и от этого падает качество кода и скорость разработки. И если props проходит через 3 и больше уровней компонентов, стоит задуматься о декомпозиции состояния разметки. Мы об этом поговорим в последующих видео и способах решения. Теперь поговорим еще про такой момент, что state может быть здесь не только одно поле, там show window false, да, а здесь может быть данные о юзере, и это может быть объектом. К примеру, с ID каким-нибудь 1, 2, 3, query 4, 5, 6. Ну, к примеру. Name. Допустим, такое. Может быть не только объект, но здесь может быть некоторый массив products, массив продуктов. Тоже с каким-то ID. ID и, допустим, что у нас title. Ну, к примеру, книга. И что-нибудь еще. Там paper, бумага, да? Так, сохраним. Иногда нужно изменить вложенное свойство или элемент массива, не трогая остальные. Вот. И для таких случаев удобно применять spread-оператор. Давайте посмотрим. Я предлагаю вот это сейчас убрать, оно нам не нужно. Сделаем кнопку button, add, new item, да? Добавить новый элемент, к примеру, в массив. Здесь он клик и пишем какую-то функцию add new product. Значит, также у нас здесь будет visitState. Только давайте здесь будем отталкиваться уже от предыдущего состояния. У нас есть prefState. И что мы здесь делаем? Делаем spread-оператор prefState. То есть здесь мы в prefState сохраняем текущие значения, над которыми не производим действий. А дальше у нас есть products массив. И здесь тоже делаем spread-оператор prefState products. То есть сохраняем текущий список, а дальше добавляем в этот список новую запись. Ну, к примеру, сейчас вот так я жестко напишу ID 3 и title. Какой title? Ну, не знаю, там car, машина, там что-нибудь. Первое, что пришло на ум. Так, и консоль лог мы можем сделать, удостовериться, что это все действительно у нас сработало. Давайте где-нибудь здесь. Так, консоль лог.
Только нужно это здесь, вот здесь. With state products. Сохраним. Давайте посмотрим. Сейчас обновимся. В конце логи сейчас посмотрим, да, что у нас происходит. Значит, тут мы видим, сначала массив состоит из двух элементов. Нажимаем кнопку Add New Item. И у нас добавился третий элемент в массив. То есть при нажатии на кнопку End вызвался метод AddNewProduct, который добавил еще один элемент. Существующие элементы не будут изменены, как и остальные ключи состояния. Но не стоит чрезмерно усложнять состояние. Вот, старайтесь чаще применять декомпозицию. Это сделает разработку удобной, а приложение производительным. В следующем видео мы поговорим с вами про функциональные компоненты, про мутацию сложных объектов, и также еще обратим внимание, что нового у нас произошло нововведение в React версии 18. Вот, до встречи в следующем видео.